Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наш 4-й ролик, и мы хотим рассказать вам о замечательном автомобиле Kia Cerato Coupe, который мы подобрали для нашего клиента Антона. 2010 год выпуска, 2 литра, автомат. Поехали! Но перед этим обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых наших видео. Cerato Coupe пошел от седана C-класса Cerato, но хоть автомобили имеют общее название, внешне и по своей конструкции, по подвеске, по кузову, это два абсолютно разных автомобиля. Само слово Cerato переводится с итальянского как натертый, блестящий, ну, собственно, какими является наш автомобиль. Для Kia это первый купе, и получился он очень круто, как мне кажется. Модель разрабатывалась для американского рынка, где купе пользуются большим спросом, но в условиях Украины, в Киеве, в принципе, на ней ездить не очень удобно, вернее, ездить удобно, а неудобно парковаться, вставать с машины, садиться, потому что, обратите внимание, большие двери, они занимают очень много места, они довольно тяжелые, и ими довольно легко повредить соседнюю машину на узких парковках. Но зато посмотрите, как круто она смотрится. Вот дверь без рамок, стекло, вот можно его даже опустить. Вот лично мне очень нравится, красота. Также почти во всех купе довольно неудобно пристегиваться и доставать ремень. Я вам продемонстрирую. Садимся. Сейчас я подстрою под себя, чтобы мне было удобно. Ну вот, сижу, да? И ремень. Вот он, вот он. Вот как-то так. Вот опять сюда. Поэтому либо нужно садиться дальше и выдвигать руль, к примеру, на себя, но это всего-навсего 2 сантиметра. В принципе, проблему не решает. Ну вот. Посмотрим, что у нас под капотом. Перед нами 2-литровый двигатель, он цепной, он довольно надежный, 156 сил, едет неплохо, ест тоже неплохо. Лично у меня на нем расход по Киеву получался 12-13, вот Антон говорит, у него получается 10, и то сначала было меньше. Я так не умею. Сюда можно без проблем установить газ, он с ним хорошо дружит. Коробка у нас 4-ступенчатый автомат. Перед нами кузов 2010 года, он выпускался с 9 по 11. Потом пошел рестайлинг. В паре с ним уже начали устанавливать 6-ступенчатый автомат, который экономнее. Сюда ставили двигатели 1.6 и 2 литра. Также был двигатель 2.4, но к нам он, к сожалению, не завозился. А жаль. Внешний вид автомобиля я бы смело оценил в 5 баллов. Он мне очень нравится, он очень красивый, хорошие строгие линии, все классно. 17-е колеса тоже очень стильные. Кстати, вот эта вот часть на них, она пластиковая, она со временем облазит. У нас пока с ними все хорошо. 17-я низкопрофильная резина, она жесткая, стоит дорого, но зато красиво. Большие двери, красивый хром, вот на черном цвете классно выглядит. Задняя часть очень гармоничная. Кстати, здесь не маленький багажник, можно смело картошку возить. Задний бампер, красивые линии снизу, вот этот пластик, вот эти вот, не знаю, ребра, раздвоенный выхлоп. Все очень стильно, очень спортивно. Поговорим о подвеске. Она здесь жесткая, совсем не такая, как в седане. Здесь другие пружины, опять-таки они жестче. Здесь ниже центр тяжести, здесь ниже вот задний скос, за счет чего страдают задние пассажиры, но выигрывает автомобиль, потому что ниже центр тяжести. Шире колесная база, за счет чего автомобиль лучше держит дорогу, но сзади балка. Вот такой вот спортивный автомобиль. Задний ряд автомобиля заслуживает отдельного внимания. Сейчас я вам продемонстрирую процесс посадки сюда. Открываем двери, большие, тяжелые. Садиться лучше всегда с пассажирской стороны. Дергаем ручку, сиденье отъезжает, ну и мы вот как-то вот
Сели, расположились удобно, мой рост 1,75 м, и вот когда я сижу вот так, я касаюсь головой о потолок. Если я откинусь на подголовник, я вот четко упираюсь головой в заднее стекло. На ямах я, наверное, либо голову разобью, либо стекло вынесу. Троим здесь будет тесно. У нас есть подлокотник, в нем есть подстаканники, есть динамики. Будем ехать с музыкой и весело. Кстати, задняя часть автомобиля получилась довольно легкая. За счет того, что она жесткая, задняя часть постоянно подпрыгивает на ямах, поэтому задние пассажиры, сзади лучше не ездить в коупе. Теперь переместимся в кресло водителя. Там гораздо удобнее. Здесь все классно, все удобно. Сразу на что мы обращаем внимание: красная панель, она здесь очень выглядит стильно, уместно. Здесь уже нас не раздражает красная подсветка, которая многим не нравится в Kia. У нас хорошие удобные сиденья, они кожаные, кожа неплохого качества, она довольно хорошо живет. Единственное, возможно, немножко жесткая, возможно, нет. Меня устраивает. Хорошая боковая поддержка. В этих креслах действительно удобно ездить. Качество руля, качество кожи, это Kia, оно слабое, оно стирается. В нашем случае руль уже окрашен. У нас был автомобиль с пробегом 40 тысяч, там уже тоже начинались потертости. К сожалению, их очень часто меняли по гарантии, сам дилер. Также можно обратить внимание вот на дверные ручки, облазит пластик, вот обратите внимание. Для Hyundai и Kia такие истории, к сожалению, случаются. Также вот на этой ручке тоже пластик может облазить. В нашем случае здесь все хорошо, но опять-таки эта часть тоже иногда задирается. Комплектация у нас хорошая, но не максимальная. Максимальная еще у вас будет люк. Что мы имеем? Климат, музыка, круиз, управление магнитолой на руле, датчик света, ESP, подогрев лобового стекла. Есть подушки, но их здесь всего 2. Хотелось бы, конечно, больше, 22, например. У нас есть вот очень красивые спортивные педали, обратите внимание, вот реально круто и стильно выглядит. За рулем чувствуешь себя комфортно, по езде коуп удобен, особенно на хороших дорогах. Неплохая шумоизоляция, неплохо держит дорогу, рулится, отличный автомобиль для молодых людей. Ну что, салон посмотрели, теперь поговорим о деньгах. Рыночная стоимость подобных автомобилей, вот если открыть сайты автопродаж, вы увидите, что они стоят от 10, грубо говоря, до 13 тысяч. Понятно, что за 10 тысяч это будут плохие автомобили. Очень часто их покупают молодые ребята, которые ездят на них очень активно, стараются отжигать, плохо смотрят, плохо ухаживают за ними. Это накладывает отпечаток на их состояние. Но также часто такие автомобили покупают молодые красивые девочки, которые на них ездят аккуратно, тихонько, не превышая скорость и не нагружая автомобиль. Но вот только наша практика показывает, что они не хотят их продавать. Правильно, а смысл? На что менять? За такую цену получить столько красоты и столько опций, наверное, невозможно. Спасибо, что посмотрели наше видео до конца. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, нажмите колокольчик, а мы пойдем подбирать для наших клиентов новые хорошие автомобили. Спасибо, пока!